Гренландия– это не просто самый крупный остров в мире, он является уникальным природным феноменом, скрывающим внутри и под собой богатства, о которых ученые до сих пор узнают все больше. Огромный ледяной щит толщиной до 3 километров занимает большую часть площади острова, около 80%, создавая эффект ледяной стене, которая кажется неподвижной и вечной. Однако внутри этого гигантского ледяного массива находится группа глубоко спрятанных ландшафтов и уникальных экосистем, открывающихся только благодаря современным технологиям. Эти внутренние структуры – каньоны, горные хребты, подземные озера и даже древние пейзажи – хранят миллионы лет истории развития Земли. Исторически Гренландия привлекала внимание викингов, мореплавателей и географов. Впервые Европа узнала о ней как о зеленом и плодородном крае, но с развитием технологий и изучением ледников стало ясно, что этот регион – это скорее суровая, но невероятно важная часть Арктики, которая играет ключевую роль в климатической системе Земли. Ледяной щит – не только природное явление, он архив планетарной эволюции. Каждый слой льда содержит информацию о климате, океанских потоках, атмосферных явлениях и даже о метеоритных ударах, касавшихся этой территории миллионы лет назад. Гренландия – это огромный северный остров, занимающий площадь примерно 2,17 миллиона квадратных километров. В масштабах географии это чуть меньше площади таких стран, как Франция или Германия, однако по сравнению с большинством других земных образований это действительно гигантская территория. Для сравнения, площадь Западной Европы около 1,7 миллиона квадратных километров, а Техас чуть больше 695 тысяч квадратных километров, километры. И хотя по размерам она превосходит большинство стран, ее население всего около 56 тысяч человек, очень скромное. Большинство населения сосредоточено в прибрежных поселениях, расположенных на юго-западе и побережьях Атлантического океана, где климат более умеренный. Самый крупный город, столица страны, Нук, расположена на юго-западе и примерно с 17 тысячами жителей является центром политической и экономической жизни региона. Интересно, что абсолютная часть внутренней территории – это по сути лишь огромный ледяной покров, и только узкая полоса прибрежных районов – это место, где можно вести человеческую деятельность, развивать инфраструктуру, рыболовство или туристические поездки. Более того, в глубине континентальной части практически не существует населенных пунктов. Там непроходимые льды, суровые минусовые температуры и экстремальные условия, которые позволяют там находиться только специально подготовленным исследователям или ученым. Это создает ощущение, что Гренландия – это скорее ледяной континент с очень небольшой людской активностью, чем полноценное государство. Величина территории и низкая плотность населения делают Гренландию уникальным примером современного арктического региона, где наука и экологическая политика играют важнейшую роль. Стратегическое значение этого региона растет с каждым годом, ведь он – ключевой участок мировой климатической системы. Географические особенности Гренландии – одни из самых экстремальных в мире. В центре острова располагается высокогорная ледяная пустыня, которая может достигать высоты до 3 километров. Здесь снег накапливается и, несмотря на изменения климата, остается вечным. Это одна из самых суровых точек мира, где температуры зимой могут опускаться до минус 50 градусов Цельсия и ниже.
Внутри этой области практически отсутствует растительность, и она характеризуется плотно упакованным льдом, который не тает летом, образуя непрерывную бесконечную ледяную равнину. Прибрежные районы это другая картина. Здесь ледяной покров приблизительно в 2 раза тоньше, и климат становится более мягким благодаря влиянию североатлантического течения. В летние месяцы эти участки покрываются зеленью, появляется трава, цветы и даже небольшие деревья. Горы, простирающиеся вдоль побережий, создают живописные фьорды, которые служат домом для множества морских видов и привлекают туристов со всего мира. В районе юго-запада раскинулся город Нук, который является не только административным центром, но и важным культурным и транспортным узлом. Климат Гренландии – это сложная система, которая зависит от географического положения, течений и атмосферных условий. Зимой температуры могут достигать экстремальных минимумов, а летом, наоборот, прибрежные районы могут прогреваться до 15-20 градусов Цельсия, что создает уникальные условия для жизни и природных процессов. В результате здесь формируются очень разнообразные экосистемы, от ледяных пустынь в центре до зеленых прибрежных долин. За тысячелетия Гренландия претерпела многочисленные изменения, связанные с климатом, сушей и морем. Название Гренландия было дано этим островам викингами, в основном Эриком Рыжим, который отправился сюда около IX века. В те времена, по их оценкам, большая часть территории была покрыта растительностью, и его было легко представить как «зеленую землю». Тогда, в эпоху позднего древнего мира, климат был существенно теплее, и на территории обитали многочисленные растения, животные и даже крупные млекопитающие, такие как мамонты и шерстистые носороги. Первые люди, населяющие Гренландию, были полинезийцы и эскимосы, воспользовавшиеся климатическими условиями для рыболовства и охоты. Однако с течением времени, начиная с около 2 миллионов лет назад, на регион начали влиять циклы оледенения. Проведение глицеологических исследований показывает, что в разное время ледяной щит мог существенно увеличиваться и уменьшаться, в результате чего тот или иной период прошлого становился более или менее благоприятным для обитания. Самая крупная трансформация льда произошла за последние пару миллионов лет, когда сформировался ныне существующий массив льда, растянувшийся почти на всю территорию. Образование ледяного щита обусловлено глобальными климатическими циклами, и его размеры – свидетельство смены эпох оледенения и потепления, происходящих на Земле миллионы лет. В наше время этот ледяной щит – самый крупный в мире вне Антарктики. Его площадь превышает площадь Европы, а объем льда – более 2,8 миллиона кубических километров. Наука о климате России, США и многих других стран использует в основном добычу и анализ ледяных кернов. В Гренландии это особенно важно, так как керны позволяют взглянуть вглубь времени и понять, как менялся климат Земли на протяжении последних сотен тысяч, миллиона лет. Эти цилиндрические образцы льда – это настоящие исторические хроники, содержащие сведения о содержании атмосферных газов, пыли, сажи, а также о растительных и животных остатках, застрявших внутри льда. Многочисленные исследования показали, что сотни тысяч лет назад климат был гораздо более колеблющимся, с быстрыми переходами между теплыми и холодными эпохами. Например, периоды острое потепление сменяли периоды обильных ледниковых покрытий. В последние десятилетия ученые обнаружили, что циклованные изменения в атмосфере и океане оказывают существенное влияние на температуру и уровень морей. Особенно интересен факт,
что самый старый лед в Гренландии насчитывает около миллиона лет, что означает, что внутри ледяных пластов сосредоточено богатство данных о долгих климатических циклах. Порой, изучая окаменелости, остатки растений, листьев и веточек, которые датируются возрастом примерно в миллион лет, ученые получают ценную информацию о климате и ландшафтах древней Гренландии. Эти находки показывают, что в те времена ледяной щит был гораздо меньшим и не покрывал всю территорию. Тогда по регионам располагались богатые растительные сообщества, тундры и степи с разнообразной флорой и фауной, включая такие виды, как мамонты, лошади и гигантские олени. Эти свидетельства показывают, что в прошлом климатические изменения сильнее, чем сегодня, переходили через периоды, когда ледники полностью отступали, а Земля подвергалась тепловым эпохам. Современная устойчивость ледяного щита – это результат сложных климатических циклов, сменяемых миллионами лет. А его прошлое показывает невероятную динамику, которая способствует пониманию современных процессов глобального потепления. Новые технологии, такие как аэронавигационные радары, спутниковое наблюдение, гидролокаторы, позволяют ученым увидеть уровни и особенности ландшафтов под толщей льда. За последние годы были обнаружены поразительные образования. Гигантский каньон длиной в 750 километров, достигающий глубины 2,5 километра. Эти открытия подтверждают предположение, что Гренландия – это не просто ледяной покров, но и огромная сеть структур, формировавшихся миллионы лет. Внутри ледяного массива расположены горные хребты, глубокие долины, внутренних озер и впадины, многие из которых даже не предполагаются с поверхности. Особое значение имеют подледные озера, число которых достигает нескольких тысяч. Эти пресные воды существуют благодаря таянию льда и вряд ли доступны для человеческой деятельности, однако их экосистемы остаются загадкой. Анализ их состава и микробиологических видов позволяет понять не только климатические истории, но и возможность жизни в экзотических условиях. А научные исследования выявили наличие ударных кратеров, которые образовались в результате столкновений метеоритов и астероидов с поверхностью Гренландии. Эти кратеры – свидетели мощных столкновений миллионы лет назад и дают важные сведения о геологической истории региона. Также в слоях льда и под ним расположены огромные запасы пресной воды, так называемые подледные озера, такие как Лемон и Восточно-Гренландские озера. Благодаря уникальной экологической системе и удачному расположению, эти озера могут стать важным объектом для будущих исследований, связанных с гидрологией, биологией и климатологией. Несмотря на экстремальные условия, ученые обнаружили, что под ледниками Гренландии существует целый скрытый мир. Микроорганизмы и растения, живущие в слоях грязи и льда, содержат ценные сведения о климате прошлого и о способах адаптации к экстремальной среде. Это открытие помогло понять, что жизнь способна существовать даже в самых трудных условиях, и даже в условиях абсолютного холода и отсутствия света. Исследование этих организмов не только дополнительно раскрывает тайны прошлых климатических условий, но и служит важным аргументом в поиске жизни на других планетах, подобных Марсу или Европе. Более 30 лет ученые наблюдают за изменениями в ледяном щите Гренландии, фиксируя рост скоростей таяния. Объем льда, который ежегодно тает, достигает около 250–300 миллиардов тонн, эквивалент массы нескольких крупных городов.
или объема, способного поднять уровень Мирового океана примерно на 0,7 мм за год. В последние годы темпы потери льда ускоряются, особенно в летние месяцы, что связано с глобальным потеплением, повышением температуры воздуха и водоомывающих ледяной щит. Спутниковые системы, такие как NASA SAIS, показывают, что уровень океана увеличился более чем на 1,5 см с 1993 года. Этого числа может показаться незначительным, но на глобальной карте это означает серьезные последствия. Таяние льда ведет к увеличению уровня моря, что в свою очередь угрожает затоплением низкорасположенных островных государств и прибрежных городов. И хотя некоторые объекты, такие как Нью-Йорк или Мумбаи, располагаются достаточно далеко для прямых опасностей, глобальный эффект – это рост уровня воды, делает проблему глобальной и требует срочных решений. Модели климатологов показывают, что при текущих уровнях выбросов парниковых газов уровень воды в океане может подняться еще на несколько сантиметров к 2100 году. В наиболее экстремальных сценариях возможен рост уровня на более чем 30 или 40 сантиметров, а в случае полного таяния Гренландии даже 7 метров. Этот сценарий означал бы катастрофу для многих побережий и островных государств, массовое перемещение миллионами людей, утрату культурных и природных достопримечательностей, дополнительная угроза, ускоренное изменение климата и непредсказуемые природные катаклизмы. Таяние льда освобождает большое количество воды, что дополнительно меняет циркуляцию океанских потоков, влияет на метеорологическую обстановку и экологический баланс как внутри региона, так и глобально. Эти процессы уже несут за собой экономические, социальные и экологические вызовы, с которыми человечество должно бороться. Потенциальные ресурсы под льдами Гренландии привлекают внимание горнодобывающих и геологических компаний. Уровень мировых цен на редкоземельные элементы, металлы, необходимые для производства современных технологий, делает добычу в этом регионе особенно привлекательной. В недрах скрыты такие ценные ресурсы, как уран, золото, платина, редкоземельные материалы, которые сейчас крайне востребованы в технологической индустрии. Однако эти проекты сталкиваются с серьезной экологической и юридической ответственностью. Бурение и добыча угрожают экологической целостности региона, а разрушение природных ландшафтов вызывает протесты как внутри страны, так и на международном уровне. Геополитическая ситуация в Арктике стремительно меняется. США, Россия, Канада, Китай и европейские страны ищут новые возможности расширения влияния. В этом контексте Гренландия не просто часть Дании, а важный стратегический объект. С ее позициями, природными богатствами и возможностями прокладки новых торговых маршрутов. В 2007 году США открыли аэродром Туле, один из важнейших военных и исследовательских центров в Арктике. Страны активно рассматривают перспективы освоения маршрутов Северного морского пути и возможного присоединения к ресурсам региона. Это делает Гренландию объектом межгосударственной конкуренции и дипломатического интереса. На сегодняшний день Гренландия – это автономная территория, которая в рамках Дании обладает собственной внутренней властью, парламентом и системой управления. В последние годы усилились разговоры о возможной независимости. Многие жители страны и политические лидеры считают, что регион может стать самостоятельным государством, способным самостоятельно управлять природными ресурсами и обеспечивать свое развитие. Однако для этого Гренландии потребуется развивать экономику, привлекать инвестиции, строить инфраструктуру и создавать экспортные отрасли.
Если страна добьется полной самостоятельности, то контроль за ресурсами и морским дном станет одним из ключевых вопросов. Так как в будущем возможна активизация добычи минералов и иных природных богатств, вопрос о том, кто будет управлять этими пластами, страна или международные корпорации, станет определяющим. Это вызовет новые вызовы в области законодательства, охраны окружающей среды, международной дипломатии. Наиболее вероятными сценариями развития Гренландии называются 1. Объявление полной независимости, что подразумевает создание собственной государства, развитие экономики за счет использования ресурсов и туристического потенциала. Такой путь требует развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест, укрепления международных связей и реализации программ поддержки внутренней самостоятельности. 2. Оставаться частью Дании, но с расширенной автономией, что даст возможность полностью управлять внутренними делами, включая развитие природных ресурсов и экономической сферы. В этом случае Гренландия сможет сохранить поддержку Дании в вопросах обороны, дипломатии и инвестиций, оставаясь при этом самостоятельной внутри страны. Независимо от выбранного сценария, ключевыми вопросами остаются управление природными ресурсами и морским дном, потому что эта сфера содержит одни из крупнейших запасов минеральных и энергетических ресурсов в регионе. В рамках экономического и стратегического развития Гренландии важной задачей станет установление правового регулирования на недрах, а также соглашение с международными компаниями и государствами, что не всегда просто, учитывая сложность геополитической ситуации и возможные конкуренции. Эксперты также предполагают, что в будущем возможна ситуация, когда Гренландия станет субъектом нескольких взаимосвязанных сценариев развития. Часть ресурсов и курсовых решений станет предметом межгосударственной конкуренции, а часть внутреннего самоуправления, развития туризма и экологического туризма, что станет устойчивым примером долгосрочного развития. Будущее Гренландии остается неопределенным, однако очевидно одно – эта огромная ледяная земля будет играть все более важную роль в вопросах глобального климата и международных отношений. Исследования показали, что ледяной щит не только сокращается, он меняется сам по себе, что влияет на уровень моря и глобальные климатические системы. На смену суровым ледяным просторам приходит все больше новых возможностей для человечества, но одновременно возрастает риск разрушения природного баланса и возникновения экологических катастроф. Гренландия – это живой символ борьбы за баланс между развитием, технологическим прогрессом и сохранением природы. В конечном счете, управляемость природных ресурсов, экологическая ответственность и международное сотрудничество станут ключевыми элементами в формировании ее будущего. Путешествие к пониманию, уважению и гармонии с этим уникальным регионом покажет, смогут ли люди эффективно использовать богатство Гренландии, сохраняя ее природную красоту и предотвращая катастрофические последствия изменения климата и не климата. Будущее этого ледяного гиганта, и это не только вопрос региональной политики, но и глобальный вызов для всего человечества.